Глава 154. Цзиньвэнь, увидев перед собой внезапно ворвавшегося незваного гостя, настороженно воскликнул: «Кто такой?». Однако этот вопрос принцу задавал вовсе не человек, а статуя мужчины, выполненная весьма грубой техникой. Обнаженная, но обмотанная отрезами ткани. Неописуемо странная и неописуемо комичная. Вот почему при ходьбе он не издавал звука шагов, а только странный стук. Вот почему Пэймин и Линвэнь, увидев его, пребывали в потрясении, и вот почему Пэймин обвинил Линвэнь в том, что она с честными глазами несет полный бред. Потому что с головы до ног статуя действительно нисколько не походила на демоницу. Сами пленники оказались связаны чем-то, похожим на бумажные свитки, которые Цзиньвэнь крепко держал в руках, и не могли пошевелиться. Селянь с огромным трудом оправился от удивления и произнес: «Я?». Цзиньвэнь же задал следующий вопрос: «Ты, наследный принц Синьлэ?» Селянь так и застыл. «А, так вы меня знаете». Вот уж поистине, впрочем, неудивительно. Первое вознесение Селяня наделало немало шума. Он мог не знать каждого обитателя Верхних Небес, но каждый обитатель Верхних Небес, безусловно, знал его. Как и в данном случае, принц нисколечко не помнил, как выглядел Цзиньвэнь, однако тот все еще помнил принца. Разумеется. Путь его высочества, наследного принца в статусе божества, был столь изменчив, что я не мог не знать о вас, даже если бы захотел. Селяня его слова странным образом тронули, и он невольно поблагодарил: «Это честь для меня, большая честь». «Но как же вы обернулись таким, как я обернулся таким, как сейчас?» Селянь тихо кашлянул и кивнул, понимая, что вопрос прозвучал немного невежливо. Цзиньвэнь тем временем воспользовался возможностью вновь выплеснуть гнев. Милостью этой мерзавки Наньгун Цзе, как же еще? Когда дворец Цзиньвэня пришел в упадок, мои магические силы стали исчезать, а она еще и добивала лежачего, повсюду посылала за мной убийц, преграждая пути к отступлению. Мне пришлось переселиться в статую, чтобы дожить до сего дня. Линвэнь парировала: «Не так уж подло по сравнению с вашими деяниями, верно? Когда-то вы лично приказали мне оставаться во дворце Цзиньвэня до третьей стражи, а потом повсюду рассказывали, что я самым нахальным образом задерживаюсь допоздна и пристаю к вам. Слова «невидимые убийцы», я же воспользовалась настоящим оружием. Намного любезнее вашего». Она вдруг замахнулась ногой и пнула Цзиньвэня в пах. По мнению селяня, никакого смысла в этом не было, ведь каменная статуя — это все же не живое тело, и самое большее, таким ударом можно порвать ткань, которой он обвязан. К удивлению принца, Цзиньвэнь издал пронзительный вопль, будто ему впрямь попали по самому дорогому, и схватился за место удара. Но уже было поздно. Линвэнь пинком сорвала белую повязку, закрывающую бедра статуи. Селянь бросил быстрый взгляд и увидел, что под белой тканью ничего нет. Это означает, что каменное изваяние было обнаженным, однако ниже пояса не оказалось того, что там должно находиться. Выходит, это статуя-кастрат. Селянь подумал: значит, статуя изображала евнуха. Подобные статуи часто встречались в усыпальницах чиновников и знати, являлись погребальными предметами с крайне тяжелой иньской ци. И впрямь хороший выбор для переселения призрака. Но какая ирония! Цзиньвэнь проиграл женщине, до сих пор мелочно помнил обиду, и в итоге пристанищем для мужского божества стало изваяние оскопленного раба. Линвэнь расхохоталась: «То-то я смотрю, вы задыхаетесь от ярости. Вот в чем все дело. И это мне не достичь подобных высот. А каких высот вы теперь можете достичь в таком-то виде? Хотела бы я взглянуть». Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ткань, прикрывающая стыд, оказалась разорвана в клочья, и Цзиньвэнь вышел из себя от ярости, схватил Линвэнь за волосы и заорал: «Закрой рот! Чем тебе гордиться? Неизвестно, сколькие чиновники трахнули тебя, чтобы ты смогла доползти до теперешнего положения. Сейчас же извинись передо мной». Кажется, он вырвал Линвэнь клок волос, и все же она стерпела боль, не стала молить о пощаде и тем более извиняться. Пэймин вмешался: «Ты правда бог литературы. Ни о каких манерах и изяществе не может идти и речи. Да базарные бабы,
И те бронятся приятнее. Селянь про себя застонал, боясь, что Цзиньвэнь в порыве гнева задушит обоих пленников, поэтому вскинул руку и позвал: «Эй! Успокойтесь! Совершенный владыка Цзиньвэнь! На самом деле, никакой разницы, есть ли у вас то самое или нет». Правда, Цзиньвэнь, одной рукой держа Линвэнь, другой прикрывая пах, взревел: «Ложь! Никакой разницы, говоришь? Сам попробуй обойтись», — Селянь искренне заверил: «Правда. Поверьте мне. У меня, конечно, он есть. Но все равно, что нет его. Потому что я из тех самых», — принц вновь преподнес себя в качестве примера. На этом моменте Цзиньвэнь немного остыл. «Из которых?» «Ну, из тех. Вы понимаете. Пусть у меня оно есть, но я им никогда не пользовался. Кахаем, честно говоря, неважно, мужское божество или женское, или иное божество, это лишь бренное тело, не стоит так упорно». Цзиньвэнь перебил: «Раз ты считаешь, что разницы нет, отрежь его, а я погляжу». Цзиньвэнь тут же добавил: «Ты же сказал, что разницы нет». «Лицемер, очевидно, что ты сам им очень дорожишь, так что нечего заговаривать мне зубы. Думал, я послушаю твои утешительные речи, горько заплачу, раскаюсь и изменюсь. Я тебе не мальчик. Не желаешь отрезать, не страшно. Я отрежу ему», — он указал на Пэймина. Пэймин оторопел: «Ты что, мать твою? Плохо дело». Пускай многие желали бы отрезать генералу Пэю то самое, Селянь не хотел бы, чтобы это на самом деле случилось здесь и сейчас. Принц торопливо воскликнул: «Совершенный владыка Цзиньвэнь! Да, после вашего падения Линвэнь притесняла вас, и в этом была не права. Но ведь и вы когда-то ее притесняли, поэтому теперь в расчете. К чему идти на крайние меры?» Отвлекая внимание противника, Селянь незаметно отпустил Жайо, чтобы лента, подобно змее, заползла за спину Цзиньвэня. Тот ответил: «В расчете. Не так быстро. Ты как раз напомнил мне, о чем я хотел как следует расспросить эту мерзавку. Наньгун, ты приложила руку к падению государства Сюли. Народ Сюли вознес Цзиньвэня на божественный постамент как бога литературы. Государство являлось основой его статуса. И если основу разрушить, это станет серьезным ударом для божества, даже может привести к падению с небес. Поэтому весьма разумно, что Цзиньвэнь подозревал Линвэнь». Она же смолчала на его вопрос. Цзиньвэнь закричал: «Говори! Это был твой подлый замысел. Я так и знал, что это ты. Наверняка. Иначе Сюли не исчезла бы так быстро. Все из-за тебя, коварная дрянь. Уверен, ты убила того слабоумного генерала». У Селяня мелькнула мысль: Линвэнь ничего не сказала, а ты уже сам себе ответил. «Погодите, что? Какого генерала?» Линвэнь вдруг тихо засмеялась. И если бы Цзиньвэнь не вселился в каменную статую евнуха с застывшим лицом, наверное, давно скрежетал бы зубами от злости. «Что смешного?» Линвэнь приподняла голову и тихо сказала: «Знаешь, что будет, если в его присутствии назвать его слабоумным?» Цзиньвэнь еще не успел ничего понять, как свитки, что связывали Линвэнь, оказались разорваны. Сквозь обрывки метнулась рука, облаченная в черное, которая накрыла ладонью темя каменной статуи. Не успев больше ничего сказать, Цзиньвэнь застыл, а по грубо вылепленному лицу поползла трещина, затем еще одна, еще. 3 коротких треска, и все его тело рассыпалось мелкими обломками. Линвэнь же, избавившись от пут, осталась стоять над грудой каменной крошки, окруженная клубами черной ци. Так значит, древнее государство, о котором говорится в легенде о божестве парчевых одежд, это государство Сюли, а Байцзинь был выходцем из его народа. Приведя мысли в порядок, Селянь услышал голос Пэймина, все еще крепко связанного бумажными свитками: «Линвэнь! Постой!» Линвэнь приближалась к нему, шаг за шагом. Селянь припомнил ее слова, сказанные Пэймину ранее: «Ты ему очень не нравишься», и подумал: плохи дело, неужели она собирается устранить свидетеля? Линвэнь, не останавливаясь, ласково заговорила: «Байцзинь, Цзиньвэнь уже мертв». Все его слова — полнейший бред, ничего подобного не было.
Похоже, уговоры не подействовали, и она обратилась к Пэймину. «Старина Пэй, я ничего не могу сделать». Он услышал слова Цзиньвэня о том, что ты мой любовник, и теперь упрямо желает твоей смерти. Ваше Высочество, окажите помощь, ее напоминание не требовалось. Селянь уже разрезал путы Пэймина взмахом меча, и тот прыжком поднялся в воздух. Принц и генерал покинули подземную пещеру, вернулись на поверхность и посмотрели вниз. Линвэнь кулаком нанесла удар туда, где ранее лежал Пэймин. В стороны разлетелись камни, мощь и удар оказался еще страшнее, чем те, которыми принц осыпал землю. Пытаясь их отыскать, Селянь призвал Жайо, лента обвелась вокруг его запястья. Пэймин принялся разминать кисти, все-таки был связан довольно долго. Опухоль на левой руке немного спала, но не исчезла, теперь предположительное количество покусавших его ос снизилось ровно в половину. Черт побери, меня ни за что, не дав ему договорить, Линвэнь возникла прямо перед глазами, удар, и обоих отбросила на несколько чжанов. Селянь с Пэймином переглянулись, поняли, что дело плохо, и со всех ног бросились на утек. На бегу Селянь обернулся и крикнул: «Линвэнь! Попробуй еще раз уговорить генерала Бая». Линвэнь помчалась в погоню и ответила: «Я пыталась. Но он больше не верит мне, Пэймин. Его наверняка ранил твой обман, Селянь, Линвэнь. Ты можешь вернуться к женскому обличию». Убийственная сила немного снизится, Линвэнь возразила: «Не выйдет, почему он не дает мне этого сделать, Пэймин, я понял. Мальчишка не смеет прикасаться к женскому телу». Трусит, бабах. Сзади прилетела крыша, едва не задавив Селяня и Пэймина подобно горе Тайшань. «Линвэнь, это не я бросила. Кто просил тебя его оскорблять?» Он рассердился еще сильнее. «Теперь вы оба в опасности», — Селянь поспешил оправдаться. «А при чем здесь я? Я ведь ничего не говорил». «Линвэнь, попроси его не впутывать меня, идет, Пэймин». «Да ладно, чем больше народу, тем легче держать ответ». «Ваше Высочество, а где Сяо Пэй? И советница Баньюэ? И ваш собиратель цветов под кровавым дождем? Отправились искать вас в другом направлении. Не надейтесь на них, мы уже за несколько десятков ли, вначале убежим, а поговорим после. Он поглотил уже больше 1000 демонов, сейчас нам не с руки рубить косой о камень». Но случилось неожиданное, стоило принцу замолчать, как опора ушла из-под ног, и он оказался подвешен в воздухе. Пэймина постигла та же участь. Приглядевшись, принц увидел, что они попались в огромную сеть и теперь висят над землей. Вот уж поистине пришла беда, откуда не ждали. Сеть оказалась сделана из особого материала, руками ее не разорвать. Тут же из зарослей леса вокруг выпрыгнула толпа демонов и оборотней с синими мордами и острыми клыками, по меньшей мере 100-2 тварей, которые захлопали в ладоши и радостно завопили: «Попались! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Какие уже по счету!» И впрямь отличная западня, скорее посмотрим, кого поймали, сколько их там. Они бежали, не разбирая дороги, и вот по секундной невнимательности попались в западню самых слабых демонов. Селянь было потянулся к Фансиню, чтобы разрубить сеть, но не нашел оружия и понял, что их поймали слишком внезапно, меч выпал на землю. И сейчас лежал прямо у ног Линвэнь, которая уже подоспела на место. Мелкие демоны, не зная, что за тварь явилась, возрадовались, еще один. Линвэнь же вскинула руки, и на обеих ее ладонях зажглись 2 сгустка черного демонического пламени. Она подняла голову и обратилась к Селяню с Пэймином: «Послушайте, я на самом деле действую не по своей воле». Селянь со вздохом спросил: «Линвэнь, могу я узнать, что будет, если по нам попадет этим пламенем? В прошлый раз я ранила таким же его высочество Цина». Впрочем, ничего страшного не случилось, он по-прежнему смог бегать и прыгать. Значит, убийственная мощь не так уж велика, от удара ничего не случится. Селянь и Пэймин вздохнули с облегчением. Что ж, терпимо, но в тот же миг сгустки пламени в руках Линвэнь вдруг увеличились в 10 раз и превратились в 2 пылающих огненных шара. Линвэнь, но что будет, если попасть под такой удар, я точно сказать не могу. Пэймин взревел:
погоде. Но я ведь, черт побери, никакой тебе не любовник. Мне ли не знать? Но какой от этого прок? Толпа демонов замерла, потрясенная двумя полыхающими огнями. Они выхватили оружие, со свирепым видом окружили пойманных и загалдели, каков удалец. Неробкого десятка даже перед смертью пытается отобрать у нас добычу. Прикончим его. Но подобная мелкота совершенно не представляла угрозы для божества парчевых одежд. Самое большее, они станут новой подпиткой его сил. Лин Вэнь наклонила голову набок, в ее глазах блеснули демонические огни. Видимо, она уже приготовилась проглотить новых жертв, которые сами явились умереть. Именно в этот момент неожиданно налетел порыв ураганного ветра. Следом раздались громкие крики и завывания, толпу мелких демонов сдуло и унесло к небесам. Впрочем, проще сказать, что их не ветром унесло, а схватила чья-то огромная невидимая рука. Божество парчевых одежд насторожился, будто почувствовал опасность. Лин Вэнь чуть опустила руки с демоническим пламенем и медленно огляделась. Селянь внимательно всматривался наверх, но обзор закрывали густые ветви деревьев, а жуткие вопли демонов прервались, поэтому не представлялось возможным узнать, что же все-таки произошло. Пэймин с опаской спросил, кто-то явился, Селянь вдруг поинтересовался, вы не чувствуете, что цветочный аромат? Пэймин с сомнением переспросил, разве? Селянь закрыл глаза. Спустя мгновение он уверенно произнес «да». Это аромат цветов. Слабый, необычный, освежающий аромат цветов. Неизвестно, каких именно. Неизвестно, откуда он взялся. Тонкий-тонкий, будто он есть, но в то же время его нет. Пэймин нахмурился. Аромата цветов я не чувствую, зато слышу запах. Он осекся, ощутив, как что-то капнуло на лицо, а когда стер рукой, зрачки его сузились. Кровь. На пламя в руках Лин Вэнь тоже попало 2 капли, отчего огонь заметно затух. Она насторожилась сильнее и резко вскинула голову. Мгновение, и с неба пролился кровавый дождь, Пэймин висел выше селяня и вмиг обернулся мокрым петухом, багряным от внезапно налетевшего кровавого ливня, только глаза остались широко распахнутыми черно-белыми пятнами. Огни в руках Лин Вэнь погасила окончательно, однако она успела спрятаться под деревом, чтобы избежать участи совершенно не готового к случившемуся Пэймина. А селянь вдруг почувствовал, что сеть ослабла, и упал вниз. Ловко перекувыркнувшись в воздухе, он приземлился на ноги как раз в тот миг, когда кровавый дождь настиг и его. Не успевая спрятаться, селянь заслонился рукавом, чтобы укрыться хоть немного. Однако через темноту перед глазами услышал тихий смешок. Воздух вдруг наполнился загадочным, чарующим благоуханием цветов. Селянь выпрямился и не почувствовал ни капли дождя на лице, только что-то очень мягкое, нежно задевающее щеки. Принц вытянул руку и опустил взгляд, увидев, что на ладонь ему плавно опустился маленький темно-красный лепесток цветка. А вновь подняв взгляд наверх, задержал дыхание, не веря своим глазам. Кровавый ливень, застивший небеса, превратился в медленно падающий на землю цветочный дождь, нечего и гадать, кто именно явился с этим дождем. Селянь сжал пальцы, пряча в ладони лепесток. С губ сорвалось. Сань Лан, принц развернулся и увидел, как Лин Вэнь беззвучно оседает на землю. А перед ним стоит высокий юноша с легкой улыбкой в красных одеждах, чьи черные волосы развиваются по ветру. Кто же, как не Хуачен, цветы падали словно кровь, кровь летела подобно цветам. Лицо живое и прекрасное, совсем как при их первой встрече, глаза сверкают ярким блеском. Он неторопливо убрал изящную серебристую саблю в ножны и уверенным тоном произнес: «Ваше Высочество, я вернулся».